Максимально субъективный и самый неподкупный канал Инстербай представляет. Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и сегодня речь пойдет о горячей новинке от DeWalt – импульсном шуруповерте DCF-850. Сегодня в ролике я попробую этот импульсный шуруповерт в деле. Сравню его с предыдущей моделью DCF-887, сравню его также с 12-вольтовой версией DCF-801. Также я посмотрю, как срабатывает импульсная трещотка в каждом из режимов, и посмотрю, подходит ли этот шуруповерт для мелкого крепежа. Начнем с размера. Шуруповерт получился действительно компактным, всего 10 см в длину до крайней точки патрона. По сравнению с 887, который и без того казался мелким, но был длиннее примерно на 35%. 801 также ощутимо длиннее, хотя ощущается, конечно, легче и меньше. Но, конечно, основное сравнение идет с DCF-887 моделью. Новый шурик короче, ощутимо короче, немного шире, двигатель помассивнее, что ли. Также новинка легче на 20 грамм. Кнопки, переключатель скоростей, переключатель реверса – все одинаковое. Что радует, в 850 модели светодиоды подсветки все-таки прикрыли защитой, так как в 887 они не прикрыты ничем. У 850 же что-то типа стеклышек. Патроны хоть и немного отличаются по внешнему диаметру, в целом идеальные. Что и в первом и во втором случае, работают они абсолютно интуитивно и предсказуемо. Люфт патрона также присутствует, но если бы его не было, о чем бы еще говорили адепты метаба и макетофилы, впрочем, как и остальные боши-любы. По внешке стоит отметить некоторую вздернутость патрона относительно рукояти. И да, так правда получается удобнее. Она как бы немножко под углом. Чуть не забыл. DeWalt не зажал и укомплектовал европейские версии шурика скобой и магнитом, что круто на мой взгляд. Искать потом отдельно и допокупать – это потеря времени. Давайте перейдем к тесту. Аккумы полностью заряжены, шурупы 8 на 140 и поехали. Да, у 887-го шуруп пошел немножко неровно, но все равно видно, у шуруповертов примерно паритет. И также хочу заметить, древесина влажная, она стояла на улице, поэтому, что имеем. Как вы сами видите, я бы сказал, что разницы между ними нет. Дальше попробуем вот такие злые 7,5 на 180. И тут, как видите, абсолютный паритет. Дальше больше, 10 на 200. И тут уже битками не обойдешься. Понадобится переходник и головка на 17. Ну вот вы заметили? Я правда не знаю почему, но снова у 887-го немного в сторону расходник ушел. Может, поэтому небольшая разница в производительности и заметна. Но тут главное другое. Значительно более короткий шуруповерт точно не слабее старого и проверенного временем. Думаю, вопрос мощности на этом можно закрыть. Оба шуруповерта действительно достаточно мощные. Какая-то большая мощность, я думаю, была бы излишней для этого хвостовика. Теперь попробуем работу с мелкой расходкой. 3 на 3,5 в данном случае. Режим первый, как раз для такой работы. Трещотка в этом режиме не включается, но и уверенного дожима не происходит. Хотелось бы все же чуть больше усилия. Очень похоже ведет себя и 801, может быть даже еще немного меньше это усилие на первом режиме. Как по мне, и в первом и во втором случае его недостаточно, я бы лучше включил второй и пытался угадать, так сказать, выключить шуруповерт в нужное время. Ну и что до нашего нового 850 и тоже первого режима работы, он ведет себя абсолютно аналогично с 887. Тоже чуть-чуть мало вот этого усилия. Как по мне, вместо того, чтобы так тыркаться и ожидать чуда от электроники, проще включить второй режим и сделать работу быстрее, да и зажать посильнее. Кстати, в конце ролика будет небольшой сюрприз, который будет касаться закручивания именно этих шурупов. В тесте на сверление все ожидаемо. 18-вольтовые шуруповерты показывают практически паритет. 12-вольтовая же версия сверлит медленнее, но сверлит уверенно. Все-таки это 25-мм перьевое сверло и влажное дерево.
Вот мы и подошли к обещанной разборке. Разберу оба, 887 и 850. Посмотрим, что там внутри, и поищем разницу. Лично меня в обслуживании и в разборке инструмента DeWalt в последнее время радует то, что все шурупы одинаковые. И при сборке вы ничего не перепутаете. У нового все точно так же, только шурупчики чуть-чуть поменьше. Ну и детали 3, у нас задняя часть корпуса еще снимается. И вот так выглядят эти два красавца внутри. Все качественно и здорово изолировано. Двигателя и редуктора совсем разные. Разный размер и по-разному сделано охлаждение. Да, 850 совершенно новый шуруповерт. Надеюсь, его ждет такое же успешное будущее, как и легендарное у 887-го. Едва ли не самой удачной модели бренда. Но сейчас мне осталось прибраться и собрать обратно этот шуруповерт, что я обязательно сделаю, но я бы хотел объявить конкурс. Давайте мы подарим этот шурик тому, кого выберет наш чат, а основанием для выбора будет ваш ролик, который вы выложите в сети YouTube, упомянув в названии Instabuy и закрутив на скорость, скажем, 10 маленьких шурупов вашим импактом. Пусть размер будет 3 на 3,5, самый популярный. У кого получится это быстрее и кого выберет наш абсолютно необъективный чат, получит бесплатно этот самый шуруповерт, доставка тоже за наш счет. Подписывайтесь, всего вам доброго, друзья, спасибо.